Всем привет! Сегодня покажу вам свои работы, которые я сейчас хочу распродать. Работы больших форматов, они могут быть как, да, тоже такая интерьерная, так называемая живопись. Хотя, конечно, по сути, любая живопись практически, да, картина — это интерьерная живопись. Ну, так уж повелось, да, у нас ее так называют. В общем, приятного просмотра. Все эти работы можно приобрести. Цену укажу в описании. И доставка тоже будет там все указано. 50 на 70 акварель. То есть такая вот очень яркая картина. Вот эти, конечно, требуют оформления. Нужно держать подальше от прямого света солнечного, так как акварель может выгорать. Достаточно долго. Работала здесь с фактурами. Есть на самом деле очень интересные фактуры. Бумага, да, кстати, практически везде у меня это бумага Фабриано, 300 грамм. Хорошая бумага, акварельная, профессиональная. Следующая у нас вот такая абстрактная. Мне кажется, это будет классно смотреться тоже в таком минималистичном интерьере, в какой-то белой или черной рамке с паспорту, да, или просто на белом фоне. 50 на 70, опять же, такой формат стандартный, то есть вы можете прям купить рамку 50 на 70, и она туда войдет. Вот такая легкая работа по цвету. Розовый и синий, так я ее и называю. Вот тоже такая очень яркая картина. По-разному она у меня называется. Иногда я ее называю весна, иногда цветение, растения. Я ее рисовала зимой, нашей суровой, снежной, уже где-то, наверное, был февраль-март, когда вот совсем уже тяжко. И все время серятина, и вот мне захотелось вот такое что-то создать. Кстати, она, по-моему, у меня есть тоже видео создания и ее начало здесь на канале, я ее подсоединю. Здесь смешанная техника, здесь и акварель, и акрил, и маркер, и чернила. Все материалы качественные, профессиональные, то есть они не должны выгорать, цветать, ну, при правильном тоже обращении. Вот тоже такая очень яркая, красивая акварель. И тот же формат 50 на 70. То есть все такое очень экспрессивное, я бы сказала. Моя любимая картина, наверное, это «Волшебный сад». Очень такая сложная получилась, на мой взгляд. Многослойная акварель, тут и элементы и тушь, и, по-моему, карандаш тоже. Много есть здесь таких слоев. Она очень такая многослойная, такой, знаете, как в фотошопе. Ну, по итогу я больше люблю вот, натуральный материал. И вот, мне кажется, на нее можно смотреть, рассматривать. Вот такая тоже работа, она поменьше. Не могу сейчас точно сказать, чуть поменьше формат. Вот такое вот какое-то звездное небо. Пока что без названия. Можете придумать мне название на эту работу. Мне кажется, она тоже получилась такая сложная, какая-то вселенная. Здесь много таких тоже эффектов. Каждый может видеть здесь что-то свое. Большая работа, поменьше, 55 на 35 формат. Очень тоже она мне нравится. Легкая такая акварель, вдохновлена она, конечно, была небом, закатами, чем-то таким воздушным.
Ну, а тут, наоборот, такой заряд энергии. Яркая работа. Вот в этой серии была одна из первых таких работ, как я экспериментировала с этой акварелью жидкой. И очень мне нравится это. Для меня это цветы, сирень, цветение, весна. Вот это тоже я обожаю лично. Это розы, такие темные, мрачноватые, драматичные, но мне кажется, очень красиво вышло. И долго я их делала, на самом деле, переделывала, дорабатывала. То есть мне вообще нравится, когда я по многому там что-то произвожу, экспериментирую, брызгаю, смываю. И получается такая глубина и тоже такая многослойность. Здесь есть много достаточно слоев, можно посмотреть вблизи. Тоже 50/70. Я думаю, что я была под впечатлением и вообще все время под впечатлением. Один из моих любимых художников — это Cy Тwombly. И кто не видел, посмотрите его розы, огромные такие полотна с розами. Может быть, он тоже повлиял. Вот такая небольшая работа. Это все тоже закаты, 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 ощущения, эмоции. Здесь тоже много разных смешанных материалов. Вот такая тоже есть картина. Она здесь большей частью нарисована в основном карандашами, акварельными, чернильными карандашами, моими любимыми Inktense. Вот такие тут получились эффекты тоже. Закатом какого-то неба. А еще у меня есть вот такая экспериментальная картина. Я ее делала из двух листов она состоит, она поэтому может вот так складываться, что я считаю тоже забавно. Хотелось мне сделать совсем большую такую вот картину. Вот она практически с меня ростом. Такое вот полотно акварельное. Что, наверное, пока на этом все, чтобы не делать видео слишком длинным. На самом деле работ много еще. Если вам понравилось, пишите, ставьте лайк. Ну, спасибо вообще, что досмотрели. Если досмотрели до конца, я понимаю, что эти работы, они, наверное, да, не для всех. Поэтому буду рада ими с вами поделиться.